Завтра мы вылетаем в очень короткую поездку. Она занимает у нас 4 дня, но она совсем непростая. Антон, куда мы идем? На самую популярную, самую известную гору в Америке. Рейнир – это не просто гора, это один из главных экзаменов американского альпинизма и одна из лучших подготовок к суровым горам Непала. Высота здесь сравнительно небольшая – 4392 метра, но пусть цифра вас не обманывает. Ледники, трещины, сираки, ночной штурм, тяжелый рюкзак и жесткий темп превращают Рейнир в настоящий тест на выносливость и характер. Статистика беспощадна, до вершины доходит лишь половина, ровно 50 на 50. Гора проверяет каждого и пускает далеко не всех. Рейнир не самый высокий, но он очень быстро объясняет, готов ли ты к чему-то большему. Находится в штате Вашингтон. Прилетаем мы завтра в Сиэтл. Вот сейчас собираем все, упаковываем наше добро. Пойдем мы сами с рюкзаками. Никто нам рюкзаки нести не будет. Это своего рода, как Антон любит говорить, это честная гора. Да, Антончик? В Америке все честные горы, что Денали, что Рейнир. Вы тащите все сами, плюс помимо своего вот этого вот всего богатства, вы еще и тащите то, что нужно будет для лагеря. Вот. Поэтому мы тренировались очень активно с жилетами. У меня 15 килограмм, это 30 паундов, у Антона 30 килограмм. Тренировались мы в наших вот таких вот сапогах. Там нужны ледорубы и высокогорные ботинки, тем, что многие ее называют мини-Эверест, потому что там есть тоже ледники, там прокладывают также лестницы через эти ледники. В 6 утра мы собрались, там внутри наши рюкзаки, чтобы сдать багаж, да, чтобы потом они не были грязные, не порвались. Мы выезжаем в Сиэтл. С самолета гора Рейнир выглядит как идеальная снежная открытка. Белая вершина, красивый вулкан, почти декорация к фильму. Мы приземлились в аэропорту Сиэтла, время сейчас 11 утра. Дальше мы идем в гостиницу. Мы в отеле. Антошка тащит наши рюкзаки. Смотрите, какой классный отель. Вообще просто такой миленький, такой прикольный, яркий, такой красивый. У нас рассвет. Какая здесь кофеварка в отеле. Интересно, такой ни разу не видел. Мы сейчас, Лена, поедим гуакамоле с семгой и с хлебом. Это наш обычный завтрак домашний. Все, прощайся с туалетом. Это твой последний туалет на ближайшие дни. Готова? Чуть волнительно. Тащить этот рюкзак. 20-килограммовый. Время 5:30 утра. На улице Сиэтла. Только мы с Леной и бомжи. Упаковываем вещи. Здесь наши рюкзаки. Здесь поедем мы. Парадайз. Поднимаемся на эту гору. Идти нам сегодня от 6 до 8 часов. Где-то 8 километров. И поднимемся мы, набор высоты будет 1,5 километра. Так, мы готовы. Мы уже на месте. Вот он, красавчик Рейнир. Нас 5 человек, 4 гида. Красота! Вообще! Красивая, да, картинка. Идем уже 2 часа, набрали сейчас 600 метров уже, то есть в час 300 метров, темп очень высокий. Нас вышло 5 человек, группа была. Первый сдался американец через полчаса, через 1,5 часа сдался индус, и вот осталось наши 3 турок, и мы вдвоем с Леной. Если мы бы с Леной не тренировались, с жилетами именно, мы бы не дошли, потому что у меня рюкзак 25 килограмм. Я иду в темпе хорошем, с гидом, все нормально. Есть один минус, я не могу снимать. Не могу остановиться и снять. На Килиманджаро темп был очень медленный. Я убежал вверх, сделал съемку, всех подождал, сделал съемку, догнал. Здесь нет этого окна, поэтому кадров
очень мало. Мы столкнулись с двумя разными философиями альпинизма. Наша постсоветская школа — это про командную поддержку. Наш гид будет тебя мотивировать, подбадривать и мягко уговаривать. Действует золотое правило: тише едешь, дальше будешь. Темп берется более свободный и медленный, чтобы вся группа дошла. В Америке философия абсолютно другая. Время — это деньги, поэтому туры упакованы в ультракороткие сроки. Отсюда и бешеный спортивный темп в 300 метров вертикального подъема в час с рюкзаком. Но главное — это юридическая безопасность гидов. Американский гид никогда не станет тебя уговаривать или подбадривать, если ты начал сдаваться. Почему? Судебная система. Если гид тебя замотивирует идти дальше сквозь силу, а ты на фоне усталости сломаешь ногу или словишь отек легких, на компанию тут же подадут многомиллионный иск в суд за то, что они оказали на клиента психологическое давление и заставили рисковать здоровьем. Поэтому для них безопаснее развернуть тебя при первых же признаках отставания. Для местных это чистый бизнес и спортивный тайминг, а для нас, привыкших к душевным горам, настоящий ад. Мы дошли, Кэмп Муир, 3070 метров. Мы устали, очень устали. Сегодня будем ночевать в хижине, в Кэмп Муир. Вот на этих местах. Ну, не так все плохо. Вот так выглядит кухня. Вот тут у нас буррито на ужин. Я бы на самом деле съела все. И даже больше. Что зеваешь? Устал. Устали сегодня, да. Сегодня, наверное, один из самых сложных дней, да? Ну, подъем 1,5 километра у нас. У нас на вершину будет 1100 подниматься. Офигеть. Как бы единственное, что, конечно, темп очень быстрый. А она говорит, завтра еще быстрее пойдем. Завтра еще быстрее пойдем. И мы такие, как еще быстрее. У нас на бейскэмпе Эвереста, а мы не были готовы вообще. Мы даже не тренировались. Ну как, я не то, что не готова, мы не тренировались. Пришла в голову идея, я говорю, надо ехать. Потом, когда мы взяли Килиманджаро, мы начали уже немножечко готовиться. Килиманджаро нам далось легко. А сюда Антон такой, надо еще усерднее готовиться. Тем более мы пойдем с рюкзаками. Там-то все тащили за нас 2 раза. Мы же пойдем с рюкзаками, надо готовиться. Это испытание себя. Знаете, сколько раз я там говорила? Я не могу, я уже вижу этот лагерь. У нас уже закат. Через полчаса сядет солнце. Доброе утро. Сегодня у нас день 2. Спали мы с Антошкой наверху, что-то мы даже не стали снимать. Вчера так устали и холодно, что не до съемок было. Мы сейчас собираемся. Через 10 минут у нас завтрак. Не то, что холодно, мы были все мокрые после такого подъема. Вечером было на самом деле минус 3 градуса. Да, просто мы, наверное, мы были от усталости еще нас трясло, мне кажется. Когда мокрый, тогда быстро выздоровеешь. Меня человек колотило. Вот, все, сейчас собираем остатки вещей и все. Но спать было тепло. Спальники, конечно, это тема. Такой вид. Время сейчас 8:30. Мы проснулись в 7:30, собрали вещи. И сейчас у нас будет завтрак. Погода отличная, ветра нету. Сейчас у нас плюс 4 градуса. Но вечером обещают похолодание и ветер до 60 км в час. Со всеми вещами мы идем к палатке гидов. Рядом расположен Public Camp, зона, где ставят палатки альпинисты, которые поднимаются на Рейнир самостоятельно, без коммерческих компаний. У гидов мы завтракаем, набираемся сил и готовимся к следующему обязательному этапу – тренировке по самозадержанию на снежном склоне. Гора ошибок не прощает, и каждый из нас должен до автоматизма отработать навык, как за секунду намертво вонзить ледоруб в снег, если ты или твой напарник по связке сорвались вниз. Так, мы прошли обучение. Теперь начинаем собираться. Пойдем наверх. А до следующего лагеря идти 1,5 часа. Но мы будем идти в связке, мы будем идти в кошках. И мы будем идти без остановки с определенным темпом. Это меня пугает, если честно, больше всего. Снимать нельзя. Потому что когда идешь в связке, ты должен соблюдать темп, чтобы веревка не натягивалась, не провисала слишком много.
Но постараемся что-нибудь снять. Может быть, попросим гидов нам снять. Вот. Вот уже и касточка подоспела. Ну все, мы готовы идти нам вон туда, наверх. Можем тоже показать. Идем полчаса. Темп сумасшедший. Вот такие уже виды. Ох ты. Это истребитель летит. Вау. Летает истребитель, там уже Канада. Ледник двигается. Мы дошли до нашего высотного лагеря. Заселяемся в палатке. Вид, конечно, потрясающий. Мы находимся на леднике. Наш лагерь тоже на леднике. Видите, вот такие отмечены палочками. За пределы выходить нельзя. Ну, ребят, я вам скажу, пока это самая сложная гора, где мы были. Да, вот они ограждения. Мы не можем выходить за эти ограждения, потому что дальше идет большая трещина. И мы там провалимся, если пойдем. И нас там не найдут. Отдыхаем и ночью выходим. Помаши мне ручкой. В нашем лагере туалет тоже есть. Сейчас покажу, как выглядит. Вот наши палатки. Здесь вот огородили такой вот зоной. Ходим в туалет по маленькому сюда, но по большому в пакетике. И пакетики уносим в Кэмп Муир. Здесь запрещено. Отдыхаем сейчас в такой вот атмосфере. Прямо на леднике, в палатках. Высота 3300, небольшая. Но виды шикарные уже. Только у нашей компании есть лагерь высотный с палатками прямо на леднике. Поэтому мы пошли именно с ними. У других компаний они спят в Кэмпе Муире. В этих каменных хижинах. Сейчас мы будем с Леной обедать. Взяли вот такую вот сублимационную еду. 24 грамма на этот пакетик. Все альпинисты, скалолазы берут именно ее. Ну, не именно эту марку, я имею в виду сублимационную. Много протеина и ничего не весит. 123 грамма. Кипяточек. Кстати, рекомендую вот этот термос. Смотрите марку. Самый легкий термос. 300 грамм весит. 1 литр. Есть кружка и очень удобная наливалка. Это не реклама термоса. Я просто прочитал именно статьи альпинистов, кому очень важны граммы, потому что обычный термос может весить грамм 500-600. А тут все тащим мы на своих плечах, поэтому экономим каждый грамм. Это все выглядит. Ладно, если что, суп поедим. Есть такой вот ложка-вилка. Она из титана, практически ничего не весит. Наши палатки, наш туалет и кухня. И посмотрим. Полный рост, удобно. Можно готовить. У нас ранний ужин. 4 часа дня. Сейчас поедим, поспим, отдохнем и ночью выход. Есть одна большая проблема. Нам сейчас сообщили, что если наверху будет ветер, нас развернут. Мы подъем прекратим. Солнце пропало, сразу начало холодать. Уже так вот не полежишь с этой палаткой. Сейчас будем закрываться. Все равно вообще кайф. Я кайфую. Хоть это было нелегко, это круто. Время 12. Старт через полчаса. Ветер очень слабенький. Все отлично. Погода где-то -1. Мы готовы. Будет. Идем уже 1 час. Набрали 300 метров. Впереди было у нас 3 моста. 3 моста мы прошли, снимать было нельзя. Организация очень строгая. Тут надо идти, если за контентом, только дикарями. Дикарями тоже ходят.
Но вот с компанией, с американской, если вы снимаете контент, идти нет смысла. Есть такие красоты. Лестницы, как на Эвересте. Трещины большие. Просто вау, что можно было снять. Обидно. Как тебе, Ленчик? Мне нравится. Классно эти лестницы. Вот. Все, идем. Собираемся, раздеваемся, снимаем пуховики. Так, наступил на веревочку. Мы дошли. Сидим сейчас в кратере вулкана. 4:30. Там отличный рассвет. Мы над облаками. Надо это сейчас все снять. Было очень сложно. Ленчик хотела сдаться несколько раз. Но идем. В общем, мы дошли. Это было очень сложно. Темп. То есть, если темп взять легкий, то все дойдут. Но здесь, походу, нет цели, чтобы дошлись. Вот она, вершина Рейнира. 4,350. Мини Эверест. Окей. Устали, как собаки. Да? Капец. О, больше пока не пойду. Мы дошли. Ох ты, сильный ветер. Мы единственные, кто сегодня забрались на Рейнир, потому что непогода. Во-первых, сильный ветер и снег. Видимость не очень хорошая. Как ты себя чувствуешь? Я начала кашлять, как обычно. У меня как горы, так кашель непонятный. Вот, нет, чувствую себя, кстати, нормально. Ну, подустала я, конечно, естественно. Темп у нас, конечно, был вообще просто нереальный. Ты их просишь помедленнее, а мы не можем. Так, меня хотели развернуть, потому что я немножко там не справлялась, но потому что уклон сильный. Вы задаете такой темп, знаете, мне кажется, они садисты. Здесь высота 4,360. Мы без акклиматизации. У нас подъем занимает 2 дня. Эти наши гиды, они здесь уже акклиматизированы. Но мы-то приехали с нуля. У нас организм не так дышит. У нас не может быть такой темп. А эти, давайте. А если ты им пожалуешься, можно брейк? Еще раз скажешь, пойдешь вниз. И все. Ты должен держать темп. И все. То есть ты дальше рот на замок, и что там у тебя болит, их не волнует. На самом вверх поднялись. Красивый рассвет. Панорама. Мы над облаками. Просто вау, картинка на 5 с плюсом. Okay. Дальше спускаемся в кратер. Там начинаем фотографироваться. Кроме стенки ничего нету. Ни видов, ни рассвета, ни облаков. Просто какое-то... Я думаю, что вы здесь делаете? Зачем вы здесь фотографируетесь? Я говорю, можно там сфоткаться? Нет, там нельзя. Я, там все понятно. Мы в Кэмп Мувиле. Вчера здесь было солнечно, отличная погода. А сегодня уже метель, сильный ветер. Можно скатываться на попе. Вот это самое крутое. Мы дошли до парковки, где нас высаживали. Да, мы завершили. 3 часа вниз шло. Вчера в 11 вечера встали. Сутки. Мы не спим уже. Какие сутки? Ой, подожди. 2 часа дня. 14 часов не спим. На ногах. Нет, ну это нормально для горы. Для горы, да, нормально. Это потерпимо. Смотрите на Рейнире. Какая погода. Там 100% сильный ветер. Там 100% метет. Нас теперь можно назвать альпинистами. И никто не посмеет больше сказать, что мы просто хайкеры. Нетушки, друзья. Мы здесь прошли курс молодого бойца.